Носовые вместе с кормовыми. Она словно летит по волнам. Легкая, быстроходная, податливая. Благодаря ей можно проявить свои лучшие качества. Почувствовать себя частью команды, в которой каждый незаменим. И неважно, в какой части света ветер раздувает ее паруса и на каком языке говорят гребцы. Тех, кто хорошо чувствует ее, она понимает и слушается. Ведь это идеальная лодка. Что отличает идеальный экипаж? В такой парусно-гребной шлюпке, как «Гичка», он должен действовать как одно целое, ведь эта лодка требует первоклассной командной работы. Именно на «Гичках» один раз в 2 года проходят международные соревнования Atlantic Challenge International. Это уникальный международный проект, в рамках которого молодежь по всему миру самостоятельно строит деревянные 12-метровые капитанские гички «Бантри-Бэй», копии старинной французской лодки XVIII века, которая находится в Национальном морском музее в Дублине. В мире уже порядка 80 таких лодок. Команды ходят на них в море, участвуют в фестивалях и гонках. На этот раз соревнования проводятся в старинном городе Роскиле в Дании. Впервые в истории Atlantic Challenge Россию представляют сразу 2 национальные команды – Atlantic Challenge Россия на гичке «Динité» и команда «Штандарт» на гичке «Нати». Им предстоит сразиться как между собой, так и с 12 командами из разных стран мира. В предыдущей серии «Позади слалом» по результатам всех заездов лучшее время у русской команды Atlantic Challenge Россия. Второе место занял еще один русский экипаж – «Штандарт» на гичке «Нати». Следующее испытание было наземным. Смешанным интернациональным командам предстояло из ограниченного набора материалов построить лодки, которые вскоре спустят на воду. По-моему, эта лодка выглядит вполне надежно, даже удивительно. С самых своих истоков Дания была прочно связана с морем, а Роскиле по праву называют городом викингов. Их потомки наверняка продолжают жить в этих местах. Викинги славились своими выдающимися судостроителями и смелыми воинами, которые доплывали даже до берегов Канады, а это свидетельствует о том, что корабли были очень прочны и совершенны. В перерывах между гонками участники соревнований Atlantic Challenge находят время побывать в музее кораблей викингов. Этот национальный музей – гордость Роскиле. Поводом для его создания стала уникальная находка местных рыбаков. В 1962 году они обнаружили на дне фьорда 5 древних кораблей викингов в отличном состоянии. Примерно в середине XI века эти суда были наполнены камнями и затоплены специально, чтобы защитить бухту от вражеских атак с моря. Музей кораблей викингов расположен на полуострове, где находится верфь и археологическая мастерская. Здесь же размещается на якоре линейка традиционных датских судов. Мастера верфи создают корабли, и их невозможно отличить от тех, на которых когда-то в далекие походы ходили грозные викинги. Тува Кмело занимается судостроительством уже почти 30 лет. Мы строим копию местного средневекового корабля, относящегося к началу средних веков, сразу после эпохи викингов. Это небольшая лодка, на которой, вероятно, перевозили овец и всякие другие товары. Она сделана из древесины
дуба. При строительстве каждого корабля используются воссозданные древние инструменты и старинные технологии. Никакого прогресса. Сейчас я занимаюсь подготовкой досок. У меня здесь овечья шерсть, очень толстая нить, которую я прокладываю между досок, а потом я наношу смолу. Вот, собственно, и все. Потом я возьму вот такие железные гвозди. Они вбиваются здесь, спереди. А затем я буду забивать гвозди с такими маленькими шляпками. Они выглядят вот так. Вот, посмотрите. Ощутить себя кораблестроителем в музее викингов может любой. В мастерских ему покажут, как изготовить паруса и научат резьбе по дереву. Особенно много желающих прокатиться на одной из копий древних кораблей по окрестностям форта. Тем временем команды выходят на старт. Их ждет гонка по треугольной дистанции, позволяющая выявить умение экипажа управлять лодкой под парусами и ходить в лавировку. Старт сходу, то есть стартовую линию лодки могут пересекать на скорости, но не раньше сигнала старта. За 5 минут до начала разрешается использовать весла для маневрирования. Затем они должны быть убраны внутрь лодки. Особенность парусной гонки в том, что в ней не увидишь того же азарта, как в гребной. Здесь нет видимого напряжения. Все зависит от умения экипажа четко выполнять команды и концентрировать внимание внутри своей лодки. Лавировочный участок оказался непростым. Экипажам нужно было постоянно выверять угол и выбирать выгодные галсы, а проще говоря, выгодный ветер. Свое мастерство в этой гонке показала русская команда «Штандарт» на гичке «Нати». Новички этих соревнований обогнали всех. Первая победа. Радость от нее разделили как члены команды, которые ждали на берегу, так и экипажи соперников. Самое главное, то, что помогло, это концентрация команды. Очень высокая была концентрация, внимание только в лодке и тишина в лодке. Тишина в лодке была, внимание было все в лодку, с кормы было слышно нос с носа корму. Все идеально, спокойно, уверенно. Самое, наверное, сложное было выйти на старт и продержаться на своем месте, не отстать. И очень интересный берег, ветер закручивается на разных коленах по-разному. Важно было отследить все эти изменения и вовремя делать повороты. Очень помогла командный дух, потому что все замолчали в лодке, и стало тихо, в отличие от каких-то тренировок отдельных, и сконцентрировались. Последний галс на лавировке был очень сложным. Мы шли на ветер левым галсом, и нужно было сделать еще один контргалс, чтобы выйти на финиш, точнее на верхний буй. Было непонятно, когда его делать, потому что ветер вот как раз в этом месте он гуляет. Потратил какое-то количество времени и нервов на то, чтобы решить, когда его сделать. Теперь можно встречать и остальные экипажи. Вторыми к финишу пришла команда Великобритании, третьей – Северная Ирландия. Четвертой на гичке «Динité» финишировала еще одна русская команда – Atlantic Challenge Россия. Гонка была для меня первой нормальной, именно гоночной. Место хоть и не первое, но одно из самых лучших. Погода хорошая, ветер очень переменчивый, тут очень интересно, очень интересный рельеф, и ветер часто меняет свое направление немножко. Из-за этого курс лодки, он вынужден его менять. Вот. Но в целом очень интересно. Гонка вообще прошла отлично, все здорово. Первая парусная гонка позади, но это только начало. И у экипажа Atlantic Challenge еще будет возможность проявить себя. Я чувствую себя счастливым. Это была очень классная гонка. А теперь мы собираемся поужинать. Я проголодался, так что, надеюсь, нас хорошо покормят. За счастливыми участниками Atlantic Challenge International с интересом наблюдает американец Ланс Ли,
который вместе с французом Бернаром Кадаре еще 30 лет назад стал основателем этого движения. Вы спрашиваете, какая у меня любимая команда или страна? Сейчас у меня их 16. И я надеюсь, что в ближайшие пару-тройку лет у меня будет уже 20 любимых команд. Что вы можете сказать про Ланса Ли? Каким его видите вы? Я уже давно его знаю. Он хорошо понимал, во что может вырасти это соревнование. Не думаю, что он надеялся на такой грандиозный успех. У нас по всему миру строится 80 лодок. В середине 80-х Ланс и Бернард Кадаре из Франции придумали саму идею. Он чудесный человек, прекрасно понимает, что делает, и это дает результаты. Ланс, удивительный человек, пропагандист морских традиций, не пропускает ни одно соревнование Atlantic Challenge. Дети прекрасно работают вместе. Вот уже более 31 года мне выпадает честь и радость работать с детьми из примерно 20 стран. Не только этих 16, которые участвуют сегодня, но еще из Вьетнама, Кубы, Мартиники, которые находятся в Карибском море, Египта и Японии. Так что мы постепенно расширяем зону охвата, чтобы помогать следующим поколениям. Мне доставляет огромную радость тот факт, что я был в Ленинграде в 1982 году. Там, в мастерской на Неве, маленькие дети занимались изготовлением моделей. Теперь им уже за 30. У вас есть 6 гичек, и вы строите еще одну. Это целительное упражнение. Лодки подталкивают детей к дружбе. Дети растут. Им исполняется 30. И они снова и снова строят гички. Спасибо. Смотрите в следующей серии. Команды проявляют себя в новом амплуа. Столетний корабль везет зрителей Atlantic Challenge в акваторию, где пройдут очередные старты. Надо подкинуть угля. Новая захватывающая гонка. Счет идет на секунды. Рулевые капитанских гичек стараются перекричать друг друга.